Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, как я вам и обещала на днях, хочу подарить вам монгольские скоропомощники при разных случаях вашей жизни. Я вам дарила скоропомощники на разных языках, разных культур, разных этносов, и я объясняю, почему я дарю вам столько различных работ с разной энергетикой, потому что у каждого из вас своя генетика, своя энергия, свой генетический код. И иногда бывает, что, казалось бы, совершенно иная культура, но у вас так срабатывает, как, скажем, даже на родном языке не сработало бы. Чем больше у вас будет таких работ на вооружении, тем спокойнее вам будет как бы в этой жизни находиться и жить. Потому как вы будете знать, что на все случаи у вас есть такое, знаете, оружие. А скоропомощники, шепотки – это быстрая помощь из ниоткуда. Берут, как правило, духи энергии, откуп. Поэтому скоропомощники обычно не откупаются. Отдаются определенной энергии. Скоропомощники – это вот моментальная помощь в данный момент. Вам нужна помощь в какой-то ситуации, вы прочитали, и, собственно говоря, эта помощь к вам пришла. Я сегодня уставшая немного, если честно, потому что кое-что закончила, и немного руки трясутся от этой работы. Ну, это нормально в нашей ситуации. Поэтому я так быстро вам подарю их. И попрошу, пожалуйста, внизу не пишите такие, скажем так, невоспитанные комментарии насчет того, отдайте текст, давайте, где текст. Я таких людей сразу выкидываю из форума, потому что люди, у которых нет уважения ко мне, таким людям нечего делать у меня на форуме. Текст Яна выкладывает, печатает, и нужно просто иметь терпение, такт и уважение. Кстати, пожалуйста, когда обращаетесь, вот это обращение Инга Яна, мне очень неприятно. Каждый человек – это личность, индивидуальность. Мы не сиамские близнецы, мы с Яной не живем в одной комнате, в одном доме. Понимаете, некоторые то ли вас Инга зовут, то ли Яна. Разберитесь для начала, как меня зовут, потом обращайтесь. Мне кажется, что уже просто все поняли, кто есть кто, и научитесь обращаться к человеку лично, если обращаетесь. Еще раз говорю, Яна моя помощница. Это человек, который набирает текст ритуалов, объяснений, который корректирует это все. Это редактор моих книг. Это человек, который записывает ко мне на консультацию, который слушает ваши просьбы, обращенные ко мне, который записывает вас ко мне, если у вас там по болезни или для ребенка и так далее. То есть это человек, который очень много делает работ, именно связанные вот с этой всей технической частью. То есть записать, написать, составить книгу, отправлять книги вам и прочее, прочее. Это связь со мной, можно сказать. Понимаете? И когда вы пишете Инга Яна, вы должны понимать, что это звучит глупо просто. Уже этому человеку изначально хочется отказать, и отказываю. Вы же должны понимать, к кому вы обращаетесь. Я 100 раз сказала, нажимайте там, где сведения о каналах. Там есть мой номер телефона и номер телефона Яны. Если на консультацию, пишите ей. Есть определенные правила для консультации. Если эти правила, то есть совпадают, я вас принимаю. Если нет, то нет. Ну, например, не делаю я привороты, 500 раз сказано. Ну, например, там есть определенные вещи, которые я не берусь, потому что вижу, что это не имеет смысла и глупо, и многое другое. И если у вас
помимо этого, как какая-то там просьба или проблема, то, может быть, я возьмусь за вас. Пожалуйста, изучите канал, и очень может быть, что вы сами себе поможете. Я для кого дарю эти все ритуалы? Для вас же, чтобы вы с помощью этих работ меняли свою жизнь. Итак, начали. При опасности, если вы чувствуете, что надвигается буря, что некая опасность, да даже буря, даже гром, даже какая-нибудь или физическая, или моральная опасность для вашей жизни и души. Читайте 4 раза. Желательно повернуться на все стороны света. Но если нет возможности, можете стоя читать, тоже поможет. Бурхадин хуч, намайк, хамга, аларай. Би асуж, хулеш авдак. Еще раз. Бурхдин хуч, намайк, хамга, аларай. Би асуч, хулеш авдак. Текст, естественно, будет потом записан, поэтому если вам не к спеху, то подождите некоторое время. Если вы не хотите, чтобы человек, который вам неприятен, с вами столкнулся, буквально стать невидимкой для него, чтобы как бы не столкнуться с этим человеком, чтобы он вас просто не заметил, ушел, прошел мимо или ничего не сказал. Да даже дома, если вы раздражаете мужа, и вы не хотите попадать ему на глаза в какой-то такой злобный для него момент, прочитайте для себя тайком 3 раза. Уль узегдех. Уль узегдех. 3 раза шепотом прочитайте, и беда отведется рукой. Если вы хотите внушить свою волю, если вы хотите, чтобы ваше мнение в данный момент стало главным, решающим, чтобы ваше слово прошло. Мини бодлор. Бихушт байна. Мини бодлор. Бихушт байна. Если вы хотите призвать некую силу удачи, степняки обычно призывали удачи из степей, из горизонтов, из ниоткуда. Их жизнь зависела от внезапной удачи. На что могли надеяться кочевые народы? На внезапную удачу. Может быть, встретить дичь, может быть, встретить реку орошаемую, да, плодотворную землю, лес. То есть на внезапную удачу, появившуюся из ниоткуда. Их удача зависела от воли богов и духов. Поэтому они верили в это, свято верили и призывали удачу практически из ниоткуда. Призвать удачу. Читайте 5 раз, это цифра бога Тенгри. Биас хусье. Херес. Гулунас. Давхарагас. Бурхаду дас. Да, сложный язык монгольский. Это все мне передано одним человеком. Его, правда, уже нет в живых. Итак, хэр или хэр, что означает удача. Кстати, это слово удача используется и у восточных народов тоже. И считается, что ругательское слово в русском языке на самом деле, если уж так напрямую, это монгольское слово удача. Считалось, что если мужчина обладает определенным мужеством, да, определенными признаками мужества, куда мы посылаем кого-либо, то он удачливый. Поэтому это слово «удача» перевернулось, к сожалению, матерное в русском языке. Но это не имеет значения. Биас хусье или хусье. Хэр эс.
Гулунас, Давхарагас, Бурхаду, Дас. По 2 буквы. Везде. Потому что монгольский язык, он такой протяжный. Если вы хотите, чтобы от вас отстали, чтобы напугать врагов буквально, просто напугать, чтобы вот какая-то сила и внушила им отстать от вас. Вот запугали какие-то силы их, и они от вас отстали. При опасности, может, кто пристает, может быть, кто-то ходит на вас доносы, пишет, понимаете? Начитать, даже если вы врагов не знаете, это дойдет. Итак. Би агу иххан. Далее. Тенгри надат. Хайртай. Бичамайк. Ямла. Еще раз. Би агу иххан. Тенгри надат. Хайртай. Бичамайк. Ямгла. Читать столько раз, пока вам легче не станет. Можно 10 раз, можно 13 раз. Как только ваш страх пропал, считайте, что этот страх перешел на ваших врагов. Обычно так считали монголы. Что как только твой страх пропал, значит, этот страх перешел на твоих врагов. В принципе, так и есть, так в ментальном уровне. Обычно, если человек больше не боится, да, на него уже воздействовать тяжело. Пока он боится, его запугать легко. Согласны? Если вы хотите в торговле, чтобы вам уступили, или если вы хотите, чтобы те деньги, которые у вас есть, чтобы они хватили полностью там одеться, обуться, купить все, что надо. Перед тем, как зайти на рынок или подойти к прилавку, где продают это, или в магазин, может быть, вам сделают большую скидку в этот день и так далее. Начитайте для себя 3 раза шепотом. Бидаллай, Тагол, Битас, Тахана. Еще раз. 2 Л. Бидаллай, Тагол, Битас, Тахана. Я знаю перевод этих слов, но нет смысла их говорить. Зачем они вам нужны? Ну, например, если вы хотите, чтобы человек... То есть внушить человеку свою волю. Буквально с монгольского перевод «Я лев, ты моя добыча». И так далее. Внушить человеку, спугнуть его или навязать ему свою волю, чтобы он послушался и сделал, как вы хотите. Можно сделать с мужем, если он вас не слушается. Можно сделать с гаишником, который пытается вам внушить что-то там такое. Да, у них сейчас мода есть, у них там брызгают в машине этим алкоголем, потом заходит человек, говорит, от вас пахнет, вы пьяный. Ну, надеяться на страх человека и так далее. Ну, в общем, сделать так, чтобы все получилось, как вам хочется. Буквально слова. Биарсланхун. Чибал мини алз. Би Арлстанхун. Чибал мини алз. Арлслан или Аслан есть лев. Сделать так, чтобы соблазнить человека, чтобы понравиться человеку. Ну, по разным причинам. Может, вы хотите свекрови своей понравиться первый раз, познакомившись с ней, да? Может, вы хотите соседям понравиться, чтобы у них что-то попросить. Что угодно. То есть вызвать симпатию у людей. Хулгана дарамур би арынчин таминих. Хулгана дарамур би арынчир чин.
извиняюсь. Таминих. Поскольку монголы настолько удачливы оказались народ, что в пустоте, вообще на пустыне, не только завоевали, но еще и создали свои государства, потому что даже в России есть маленькое монгольское государство, это Калмыкия, например. Кроме того, монголоидная раса и, скажем так, раса монгольского, да, тюркского происхождения, алтайские народности и прочие, которые укрепились и до сих пор сохраняют свое верование, очень прочно сохраняют, то есть на них никто не смог повлиять. Это говорит о том, что все-таки их верование, и шаманизм, и тенгризм, и так далее имеют место быть, и они очень сильные. Так вот, учитывая, что они все же народ успешный, как-никак, состоялись на мировой арене истории, то можно делать вывод, что скоропомощники на их языке должны быть довольно мощные. И они этими, именно такими и являются. Так что пользуйтесь во благо. Всем удачи!